времени суток, уважаемые зрители канала «Голос Анг». Сегодня в видео я расскажу про опасное соединение Меркурия и Венеры, которое ожидает нас уже 25 ноября. Вторник, 25 ноября. День, который обещает быть особенным, но не обязательно приятным. Меркурий, планета разума, общения и логики, соединяется с Венерой, олицетворением любви, гармонии и наслаждений. На первый взгляд это может показаться предвестником романтических приключений и вдохновенных бесед. Однако астрологическая конъюнктура этого дня несет в себе и менее радужные оттенки, требуя от нас особой бдительности и самоконтроля. Влияние этого небесного соединения может проявляться в ряде неприятных аспектов. Трудности с памятью – одна из вероятных спутниц этого дня. Информация может ускользать, деталь забываться, а способность к концентрации может быть снижена. Важные звонки могут быть пропущены, задачи отложены, а мысли путаться. Важно будет прибегать к записям, напоминаниям и терпению, как к себе, так и к другим. Параллельно с когнитивными сбоями возможно обострение плохого настроения, низкий уровень энергии, раздражительность, меланхолия и даже подавленность могут охватить многих. Венера, которая обычно приносит радость и удовольствие, в данном соединении может усилить чувство неудовлетворенности и склонность к самокритике. Эмоциональные качели не исключены, и каждый маленький конфликт может ощущаться как большая проблема. Соответственно, плохое самочувствие также может стать реальностью. Физическая слабость, головные боли, апатия – все это может быть следствием сложной планетарной игры. Организм может требовать большего отдыха, а стресс, вызванный эмоциональным дискомфортом, может негативно сказаться на общем состоянии здоровья. Самым тревожным, однако, является тяга к возвращению вредных привычек. В моменты эмоциональной уязвимости и физического недомогания многие могут искать утешение в старых проверенных друзьях – сигаретах, алкоголе, переедании или других разрушительных моделях поведения. Соблазн броситься во все тяжкие будет особенно силен, поскольку внутренние ресурсы для сопротивления могут быть истощены. Именно поэтому держать себя в руках в этот день – это не просто совет, а насущная необходимость. Последствия импульсивных и необдуманных действий, совершенных под влиянием этого астрологического аспекта, могут быть очень и очень плохими. Одно мгновение слабости может обернуться месяцами сожалений, потери доверия, разрушенными отношениями или ухудшением здоровья. Важно осознать, что это временное явление. Планетарные энергии меняются, и этот период пройдет. Главное не поддаваться искушению и не позволить мимолетному дискомфорту определить ваше будущее. В этот вторник обращайте внимание на свои мысли, чувства и импульсы. Понимайте, что их источником может быть астрологическое влияние, а не ваша истинная сущность. Если чувствуете усталость, дайте себе отдых. Если плохое настроение, попробуйте заняться чем-то, что приносит вам спокойствие и удовлетворение, даже если это прослушивание музыки или легкая прогулка. По возможности минимизируйте контакты, которые могут вызывать конфликт или сильные эмоции. Именно в этот день важно отказаться от необдуманных решений, которые могут иметь долгосрочные негативные последствия. Если чувствуете, что справляться трудно, не стесняйтесь обратиться к близким, друзьям или специалистам. Спешу напомнить, что я обновил свой бесплатный телеграм-канал, где теперь ежедневно появляются астропрогнозы, магические практики и медитации, и также много всего интересного и эзотерического. Рекомендую подписаться, если вы еще этого не сделали. Ссылка в описании. А на сегодня это все и помните. 25 ноября – это день, когда внутренняя сила будет подвергнута испытанию. Но именно в такие моменты мы можем узнать себя лучше, укрепить свою волю и, пройдя через трудности, выйти из них еще более сильными. Помните, что вы управляете собой, а не планета управляет вами.